Привет, друзья! Сегодня приготовим баранину и лепешки в тандыре. К тому же у меня приехал новый красавец. Шикарный кусок баранины. Ноги. Надо их разделать. Буквально чуть-чуть подсрежу курдюк. Не сильно, чтобы мясо не пересыхало. Ну и чтобы не слишком много жира было. Также сделаем на мясе небольшие надрезы, чтобы оно более равномерно пропекалось и мариновалось, разумеется. И удалим лимфоузел. Находим соединение двух мышц и отправляемся туда. Вот здесь, ближе к коленному суставу, прячется наш красавчик. Здесь проделаем то же самое. Рассоединяем две мышцы. Что касается маринования, здесь все максимально просто. Перец, соль, зира, паприка и немного чеснока. Нам нужно размять в ступке. Измельчаем черный перец. У меня здесь смесь и зиру. При таком измельчении мы получаем аромат свежемолотых специй, при этом можем контролировать и делать их достаточно крупными, чтобы они не горели во время запекания. Обильно посыпаем ими баранину. Также хорошенько все посолим. Добавим паприки. И хорошенько вотрем все специи руками, так вот, чтобы они проникали везде. И для того, чтобы специи лучше раскрывали аромат, немного растительного масла. Красота! И в завершении маринования нам нужно натереть наше мясо чесноком. 6 зубчиков нам будет достаточно. Класс! Пока тандыр прогорает, мясо как раз промаринуется. А мы замешаем тесто для узбекских лепешек. Здесь все еще намного проще. Как всегда, граммовки в описании, а мы замешиваем тесто. К муке добавляю сахар, соль, дрожжи и теплую воду. Сразу же добавляю растопленное сливочное масло. И начинаем замешивать тесто. Обязательно собираем всю муку по стенкам, чтобы миска была чистая. За счет того, что мы замешиваем тесто на теплой воде, дрожжи активируются моментально, и тесто очень быстро будет подходить. А такое тесто со сливочным маслом получается достаточно эластичным и абсолютно не прилипает к стенкам и рукам. Вы сами все видите. Вот такое тесто должно получиться. Накрываем пленкой и в теплом месте оставляем его подходить. Также, пока тандыр прогревается, оно как раз дойдет. А готовить мы сегодня будем на моем новом тандыре. Это тандыр Кавказ, самый крупный из линейки компании Гончар Кубани. Они производят тандыры и аксессуары к ним. У них на сайте вы найдете разнообразные модели тандыров, а самое главное, большое количество аксессуаров на любой вкус и потребности. Кстати, у них сейчас проходит розыгрыш в Инстаграме. Ссылочку на него я оставлю в описании. Переходите и подписывайтесь. Ну а если вы не хотите ждать и уже определились с выбором и хотите делать себе или своей семье подарок, по моему промокоду вы получите скидку в 5%. Все ссылки и информация будут в описании под этим видео. Первый обжиг для тандыра – это очень важно. Чтобы он у вас не треснул, вначале прожигаем его бумагой. После того, как он немного прогреется, разводим маленькими щепками, прогреваем ими, и только после этого можно топить настоящими дровами. Как я и говорил, мой новый тандыр самый крупный из линейки. В нем за раз можно приготовить до 15 килограмм мяса. Поэтому пишите в комментариях, какое блюдо готовим следующим. Ну а мы прожигаем тандыр и ждем, когда он разогреется. Отлично. Тандыр полностью прогрелся, и мы можем отправлять запекаться нашу баранину.
С закрытой крышкой и закрытым поддувом оставляем томиться нашу баранину примерно на 40 минут до полной готовности. Если вы хотите более запеченную, то вы полностью убираете угли. Мне нравится немного более подзажаристая, поэтому я чуть-чуть углей оставляю на дне тандыра. Баранину пора вытаскивать. Запах невероятный. Накрываем баранину фольгой, для того, чтобы она немножко отдохнула и соки внутри нее перераспределились. Так она станет еще более нежной и сочной. А пока займемся приготовлением лепешек. Как всегда, не успеваю я закончить, пока светло. Посмотрите, какое замечательное тесто. Оно просто идеальное. Немножко его обмять. И разделим его на 4 части. Видите, она даже практически не липнет ни к доске, ни к рукам. И немного его раскатать в круглую лепешку. И теперь самое время нанести традиционный рисунок, для того, чтобы центр не вздувался, и украсить наши лепешки кунжутом. Такие аксессуары тоже продаются в компании Гончар Кубани. Немного сбрызнуть водой и посыпать кунжутом. А для того, чтобы лепешки плотно и хорошо прилегали к стенкам тандыра, заднюю часть нужно будет смазать белком, поэтому у яиц отделяем белки от желтков. И немного подсбить вилочкой. На длинную рукавицу приклеиваем подушку для посадки лепешек и выкладываем ее рисунком на подушку. Донышко смазываем белочком. И плотно прижимаем к стенке тандыра. Закрываем крышкой. Устанавливаем купол. И нам остается ждать примерно 20 минут. Достаем. По-моему, великолепный ужин, друзья. Спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Давайте скорее пробовать. Свежий хлеб и мясо. Что может быть лучше?